Всем привет! С вами Isaacs, и этим видео я хочу начать небольшой курс компьютерной графики, где мы будем писать упрощенный OpenGL с помощью JavaScript. Я буду основываться вот на этих вот статьях, они есть на Хабре на русском языке, краткий курс компьютерной графики, пишем упрощенный OpenGL своими руками. Вот, и вообще это перевод статей с GitHub. Вот их автор Дмитрий Соколов, которому вы тоже можете написать по этому email, он, в принципе, открыт к общению, к любому фидбэку. Значит, идея такая, что мы напишем такой рендер-движок, который будет позволять нам создавать вот такие картинки. То есть это не практическое применение, а теоретическое. Мы лучше поймем, как работает сам OpenGL. Это будет работать намного дольше, но мы как бы начнем с нуля, и с нуля создадим вот такие картинки. И лучше будем разбираться в теме 3D-графики. Так, что нам нужно для начала? Для начала у нас должна быть библиотека, которая может рисовать просто точку. Вот, то есть в данных статьях используется язык C++, и мы с помощью небольшой библиотеки PTGA создаем изображение с точкой. Вот, я написал маленькую библиотечку для JavaScript, которая позволяет то же самое. То есть она позволяет создать нам поле, на котором есть всего одна точка. Далее, постепенно по шагам, мы придем вот к такому изображению. Должны получиться вот такие вот картинки. Наверное, на плюсах это будет работать намного быстрее, чем на JavaScript. Но мне самому интересно, к чему приведут эти результаты. Давайте разбираться вместе. Думаю, какие-то решения мы найдем. Так, ну а я хочу начать. Значит, что нам надо? Вот у нас пустая папка есть и Visual Studio Code. Значит, мы эту папочку открываем, она у нас на рабочем столе, видео. Отлично. Так, это мы создали. Так, сейчас и давайте сразу я закину библиотечку. Это вот такой вот файл JavaScript MyDrawer. Сейчас я вам его покажу. Так, что у нас тут есть? У нас тут два класса. Один класс цвета, чтобы можно было цвета задавать. Цвет задается 3 числами. Красный, зеленый и голубой. От 0 до 255. Так, и есть класс Drawer. Это как бы рисовальщик, то есть это поле, на котором мы будем рисовать. Мы при создании задаем ширину и высоту этого поля, а также размер пикселей. Это я чисто сделал для того, чтобы мы могли пиксели сделать покрупнее, искусственно. И чтобы для начала нам было удобно их находить и смотреть более близко, какое изображение у нас получается. Так, из интересных функций, что у нас тут есть? Во-первых, у нас есть немножко анимации, так что анимацию тоже сможем добавить. Потом есть вот функция setColor, то есть это тот цвет, которым мы в данный момент рисуем. Clear очищает все поле заданным цветом. AddPoint как раз таки функция, которая нам нужна, чтобы добавить точку. Так, и еще функция Show, которая рисует то, что мы создали до этого выше. Так, ну давайте, остальное уже связано больше с анимацией. Анимацией мы сегодня заниматься не будем, поэтому это не так важно. Сейчас, может быть, вы не все поняли, но дальше будет понятнее, потому что я сейчас приведу пример сразу. Но мы сначала создадем файл index.html, и сейчас его быстренько разметим. Так, нам надо не сильно затягивать, потому что это уже моя вторая попытка записать видео, и первая получилась на час, и мне это совсем не понравилось, потому что, мне кажется, это долго, никто не будет так долго смотреть. Поэтому я буду стараться писать более чисто и без ошибок. А то занимает много времени, если занимаешься размышлением прямо в прямом эфире, можно сказать. Вот. Так, сначала мы подключаем нашу библиотеку, у нас, значит, обозначаем, что это скрипт, JavaScript. Так, и теперь мы должны расположение. Располагается она в той же папке у нас. И, значит, мы создаем TextScript, в котором указываем наш файл myDrawer.js. И давайте откроем нашу папочку. И вот у нас index.html. Вот, ну пока что у нас белый экран, ничего нету. Ну что и логично, потому что мы просто добавили скрипт, ничего не вывели. Так, что нам нужно для того, чтобы вывести? Мы должны создать canvas.
и как-то его назвать. Какой-нибудь ему ID дать. Ну, давайте назовем его MyCanvas. Так. И еще мы должны создать еще один скрипт, в котором мы будем писать уже свой код, уже именно что нам надо сделать. Мы будем пользоваться методами из библиотеки, и тут уже писать какой-то свой код, чтобы хоть что-то уже наконец-то увидеть. Так, что-то я одиночные кавычки поставил. Так, main, давайте назовем main.js. Точка. Господи. Так, значит, нам нужен новый файл, мы его называем main.js. Так. Таким образом, значит, смотрите, смотрим на HTML файл. У нас есть head, то есть при запуске документа у нас подключается наша библиотека. Потом у нас в боди создается наш canvas, и только потом мы уже будем к нему обращаться, после того, как он создался, вот, с помощью файла main.js. Значит, main.js мы создаем наш рисовальщик. То есть, только не var, а let drawer. New drawer. Так, что мы должны тут задать? Мы должны задать canvas name. Мы назвали myCanvas. Потом должны задать ширину, высоту и размер. Отлично. Так, теперь все еще ничего не будет видно, потому что нам нужно какой-нибудь цвет выбрать. Для этого мы используем метод setColor и задаем цвета. Давайте какой-нибудь темный, но не черный. Типа 30, 30, 30. Да, то есть если все нули это черный, если все 255 это белый, вот все 30 это что-то ближе к черному, какой-то такой сероватый цвет. Так, чтобы залить все поле, мы пользуемся методом clear. Чтобы отобразить то, что мы насоздавали там выше, мы пользуемся методом show. Тадам, готово. Давайте проверим. Вот у нас появилось поле. Как видите, оно больше, чем 100 на 100 пикселей, в 8 раз больше, ну, чисто для отображения. То есть у нас сейчас каждый пиксель будет размером вот, ну, в общем, 8 пикселей. Ну, чтобы нам просто было удобнее все это видеть, чтобы это все более правильно отображались. Лось. Так. Давайте теперь создадим парочку точек, чтобы понимать, где эти точки у нас находятся. Так. Точки у нас задаются, значит, двумя координатами x и y. Но тут я сейчас неправильно сделал, то есть я не поменял цвет, получается. Если у нас будет цвет такой же, как и поле, мы точку не увидим. Поэтому давайте сначала цвет какой-нибудь зададим. Ну, я предлагаю первую точку сделать красного цвета. Вот, и расположим ее в координатах 0, 0. То есть если мы посмотрим, то вот, появилась красная точка в координате 0, 0. Как видите, 0, 0 находится в верхнем левом углу. Вот здесь вот. Давайте остальные координаты тоже проверим. Значит, следующую точку мы сделаем зеленой, и следующую синий сделаем. Так, эту мы расположим в максимуме иксов, эту расположим в максимуме игреков. Как видите, у нас максимальное значение 99, так как начинается с нуля. Вот, ну, 3 точки по углам я расположил. Давайте посмотрим. Вот красная точка, зеленая точка и синяя точка. Значит, все верно, все правильно отображается. Так, первое мы сделали. Значит, теперь мы должны за сегодняшний урок научиться рисовать линии. Как мы можем рисовать линии? Давайте самый простой способ. Показываю, как это можно сделать, да? Что, мы бежим по циклу. Какой-нибудь нам нужна длина линии. Длина линии, допустим, 30. Да, меньше либо равно 30. Так, и здесь мы будем рисовать точки. Добавляем точку. Какая-то начальная координата. Например, 20, давайте. 20 плюс и, запятая, а по y это будет 50. То есть такую вот линию длиной в 30 пикселей мы нарисовали. Посмотрим. Вот она нарисовалась. Неплохо для начала. Ну что ж, давайте теперь создадим для этого функцию, чтобы нам постоянно не надо было писать подобный цикл. Давайте функцию мы назовем так же, как и у нас есть функция, которая называется addPoint, мы эту назовем addLine.
Линия у нас будет задаваться двумя точками. Это x0, y0 и x1, y1. Отлично. Угу. Давайте я сразу ее вызову. И мы вот наподобие этой же линии нарисуем сейчас еще одну. Давайте ее также, первая у нее будет 20, потом на 2 пикселя вниз по y опустим, потом длиной она будет 30, поэтому вторая у нее координата будет 50, и по y она будет находиться тоже в 52. Отлично. Значит, по сути, нам здесь тоже нужен цикл, где начальное значение будет равно x нулевому. X у нас будет расти до тех пор, пока он не станет равен x1. Да, каждый шаг мы увеличиваем его на единичку, x++, да? Это увеличивание на единичку. Все, и значит мы будем в наш рисовальщик добавлять точку координатами x, y нулевое. Так, проверяем. Так, отлично, у нас две линии. Вторую мы уже нарисовали с помощью нашей функции линии. Так, теперь, какие у нас есть проблемы? Проблема просто в том, что мы рисуем прямую линию, и что если я изменю у второй линии координату y, да, то есть тут, допустим, 58 напишу, то ничего не изменится, потому что мы вообще y1 у нас не участвует в алгоритме. Мы должны как-то это исправить, то есть должны как-то уметь наклонять нашу линию, то есть отдельно высчитывать y. Так, из школы я помню такую штуку. Давайте напишем. Y равен k умножить на x плюс b. Какой не блюр. Вот, это уравнение прямой, по которой можно посчитать y. Значит, мы только не знаем k и b. Как мы можем узнать k и b? K это тангенс угла наклона. Так, для того, чтобы пояснить, я вам сейчас покажу. У меня тут есть рисуночек фигми. Вот смотрите. Допустим, у нас есть наше поле, вот это вот пиксели. И мы хотим нарисовать вот такую линию из этой точки вот в эту точку. Вот. И для того, чтобы нам понять, по каким пикселям она будет проходить, чтобы вот тут вот эта линия отобразилась, нам нужно вот в каждом иксе посмотреть, где она находится по y. В общем, идея такая. Значит, сейчас что-то у меня не переключается. Вот. Значит, k это тангенс. Что у нас такое тангенс? Это у нас отношение двух сторон катетов. Сейчас я их нарисую, чтобы было попонятнее. Так, вот здесь вот один. А здесь вот второй. Вот зеленый и синий. То есть тангенс угла наклона это отношение зеленого к синему. Значит, зеленое это у нас y1 минус y0. Давайте сделаем все это побольше, чтобы было видно. Вот это зеленое. А синяя это x1 минус x0. То есть длина этого отрезка и длина вот этого отрезка. Значит, отношение этих двух сторон это и будет наше число k. Давайте запишем. Так, отдельно я, наверное, создам переменные по длину x. xlength, значит, x1 минус x0 и let y-length. Так, y1 минус y0. Так, теперь, значит, k мы можем посчитать. Значит, это у нас длина по y делить на длину по x. Так, хорошо. С k мы посчитали. И смотрите, из этого уравнения мы можем найти и b, если подставим какие-нибудь начальные значения. Ну, любые. То есть вот у нас есть x0 и y0. В принципе, они нам подойдут. Поэтому отсюда мы можем вычислить b. То есть что мы делаем? y нулевое минус k умножить на x нулевое. И все. Так, значит, вот это вот нам тоже пригодится. Мы будем считать y, но уже будем считать y внутри нашего цикла, используя x. Ну, а k и b нам теперь, получается, известны. Все, вот это я удаляю. Y мы считаем и не забываем ее подставить в функцию добавления точек. Так, и также хотела сказать, что у
вот эта вот функция addPoint, она принимает только целые числа. А сейчас из-за того, что мы тут делили, высчитывали тангенс угла наклона, то получается числа с точкой. Поэтому нам нужно округлить. Мы просто отбросим дробную часть. В принципе, пока что это самое удобное. Ну, в общем, нам этот вариант подойдет, какая-то линия рисоваться будет. И давайте посмотрим, что получилось. Вот, линия уже наклоняется. Отлично. С этим мы справились. Так, теперь надо решать парочку проблем, которые у нас есть. Так, первая проблема — это то, что у нас линия рисуется только слева направо. То есть если мы напишем 50, 20, то, конечно же, ничего не нарисуется. Поэтому мы должны здесь вот задать проверку. Если x0 больше, чем x1, тогда мы их должны поменять местами. Меняю местами я с помощью вот такой конструкции, не знаю, как она правильно называется, но работает отлично. И, в принципе, нас это устраивает. То есть вот когда я записываю в таких вот скобках, это значит, что на место x0 у меня теперь станет число, в которое было в переменной x1, а в переменную x1 запишется число, которое было в переменной x0. Ну, в общем, мы их местами поменяли. Но так как мы поменяли одну точку местами, то одни координаты местами поменяли, то и вторые координаты тоже надо местами поменять. Не забываем про это, что у нас точки — это все-таки единое целое, нужно и то, и другое поменять. Так, вроде я не ошибся. Вроде я не ошибся, да? Мы же теперь из 50, 52. То есть отсюда рисуем точку в 20, 58. Да, все верно. С этим мы справились. Значит, давайте вернем, потому что так думать удобнее. Теперь, значит, следующая проблема, которая у нас есть, это что мы разобрали такой случай, когда у нас x длиннее, чем y. То есть у нас на каждый x есть какой-то свой y. То есть и поэтому линия получается сплошная. Но если мы разберем случай, когда у нас длина по y больше, чем длина по x, то есть давайте какой-нибудь пример сделаем. То есть по x сделаем маленькое изменение, да, а по y достаточно большое. Например, давайте тут 70 напишем, да, то есть по x меняется всего на 10 пунктов, а по y аж на 18. Даже можно было и побольше задать, чтобы было видно, что происходит. Вот, то есть получается у нас в каждой координате x теперь должно быть больше изменений y, но этого вот не происходит, потому что алгоритм неправильно работает, потому что мы бежим по x, а y меняется гораздо чаще, чем x. И получаются вот такие просто точки. Что мы можем сделать? Мы можем, получается, использовать ту же самую идею, но теперь мы должны будем вот тут вот в цикле бежать не по x, а по y. Вот. И тогда все будет нормально. Но для того, чтобы нам не писать тут новый код, где мы бежим по y, мы добавляем точки, мы можем просто как бы создать зеркальное отображение и работать с точками наоборот. Если мы будем работать с точками наоборот, тогда мы сможем использовать тот же самый метод. Так, ну, возможно, звучит это очень странно, но я сейчас покажу, что я имею в виду. Значит, мы будем смотреть, инвертирована у нас прямая или нет. Ну, по умолчанию нет. Что значит инвертирована? Значит, мы ее будем инвертировать тогда, когда расстояние y больше, чем расстояние x. Да? То есть мы будем проверять, если расстояние y, то есть y1 минус y0. Кстати, расстояние правильно делать не так, а через модуль. Модуль — это у нас функция ABS в библиотеке MATS. Так, по модулю смотрим длину y, и по модулю смотрим длину x. Угу. Так, если у нас длина y больше, чем длина x, тогда это у нас инвертированная прямая.
Так, сейчас. И мы должны поменять местами точки. Потому что теперь мы будем работать не с x ноликовой, y ноликовой, а мы будем бежать по y, поэтому нужно их поменять местами. То есть x и с y мы меняем местами, чтобы бегать теперь по y. Так, y1, x1. Так, но и самое главное отличие, то раз мы x с y поменяли, чтобы... Ну, мы как бы бежим теперь по y, но в методе используется x. Ну, в общем, идея такая, в общем, небольшая хитрость с подменами x и y. Но и точки мы теперь должны добавлять не x, y, а y, x, потому что мы же их поменяли местами. Поэтому давайте вот здесь мы будем проверять, инвертирована у нас прямая или нет. Если она не инвертирована, то есть то, что было до этого, то мы добавляем все, как и было. Вот. А если она инвертирована, то мы добавляем точки y, x. Давайте проверим. Вот, теперь все отлично рисуется. Отлично, функция линии готова, теперь мы ее немножко улучшим. Во-первых, тут есть парочка проблем с производительностью. Во-первых, вот это вот деление, это не очень хорошо. Потом здесь вот еще это вычитание, умножение. Вот тут каждый раз мы что-то умножаем, прибавляем, потом еще отбрасываем дробную часть, причем постоянно в нижнюю сторону. Это тоже не очень хорошо. Линии, получается, не такие, как должны быть на самом деле. Вот. В общем, здесь есть чем поработать, поэтому мы немножко изменим этот алгоритм, чтобы он был немножко сложен для прочтения, но улучшен для картинки и производительности. Кстати, давайте я сразу покажу, как мы можем смотреть производительность. То есть, вот, допустим, у нас есть наш метод addLine, да, и мы можем здесь вот создать переменную, какую-нибудь t-ноликовую, и написать, ой, что это такое, performance.now. То есть это мы возьмем текущее время и возьмем время после выполнения этого метода. Вот, и теперь мы можем в консольку вывести, сколько у нас это занимает времени. Так, rk call addLine, вызов addLine занимает, значит, время у нас t1 минус t0 плюс миллисекунд. Так, но у нас здесь всего один вызов от этой вот функции линии. Давайте побольше. То есть мы будем, как будто бы мы рисуем очень много линий. Какой-то у нас есть сложный объект, он состоит из линий, да. То есть и мы будем рисовать большое количество. Давайте какой-нибудь возьмем вот 10 тысяч, прям 10 тысяч линий мы рисуем. Что-то очень сложное, что-то очень красивое. Так, как это может быть? У нас тут есть три точки, нажимаем. Дополнительные инструменты, инструмент разработчиков. Также можно F12 нажимать. Значит, тут вкладка Source. Мы находим наш... ну вот, наши файлы тут лежат. Тут, если что, можно находить какие-то ошибки, ставить брейкпоинты, обновлять, смотреть, как идет вычисление. Так, ну а вот то, что у нас в консольке написалось, вот оно занимает, видите, 188 миллисекунд. В общем, попробуем немножко это число уменьшить, но, в принципе, я говорю, сделать наши линии какие-то более, чуть-чуть посимпатичнее и более как-то правильно написано. Значит, что у нас сейчас плохого? Плохого у нас то, что вот этот вот Y мы вот тут вот округляем, что, в принципе, это очень странная такая позиция, что мы вот именно мыслим функции прямой, хотя на самом деле все намного проще. Давайте посмотрим еще раз на фигму. Значит, смотрите. Значит, мы что делаем? Сейчас я тут создам квадратики. Мы идем по иксам, то есть начиная с икса нулевого, и высчитываем y. Вот мы взяли x нулевое, потом x1, потом x2 мы взяли. Так, ну я тут примерно, конечно, их ставлю, но должно быть понятно. x3, ну и так далее, да. Вот мы их идем. И
во всех этих точках мы высчитываем y по уравнению прямой. Смотрим, чему равен y, и потом его просто округляем. Вот. Но в чем у нас заключается идея? То, что у нас эти вот расстояния между этими точками всегда равны единичке. Да, то есть вот эти вот иксы, вот это вот единичка. Это у нас 1. Цвет. Вот. Но если мы посмотрим, то между вот этими розовыми точками расстояние y тоже всегда константа. Оно, конечно, равно не единице, но мы можем его посчитать. И если мы посмотрим, что вот угол вот здесь вот у этого маленького треугольничка, вот если мы вот так вот создадим тут треугольничек, вот эта зеленая линия, синяя и бордовая, вот этот маленький треугольничек. То есть если у нас здесь длина 1, здесь тангенс, как вы помните, такой же, как и был, то получается вот эта зелененькая маленькая линия, она равна как раз-таки этому тангенсу. То есть вот это вот изменение y, оно равно тангенсу. И оно всегда постоянно, то есть между всеми розовыми точками у нас находится вот этот вот тангенс нашего угла. То есть и мы можем, получается, не высчитывать y каждый раз, а просто прибавлять этот вот тангенс. Таким образом мы будем находить новый y. И когда он у нас будет преодолевать значение, ну то есть полклетки, да, например, то есть в 0,5, то есть как только вот наш y вырос больше, чем на 0,5, мы, значит, его будем переключать. То есть сначала мы покрасили нашу первую точечку, наш первый пиксель покрасили, потом прибавили, смотрим, что он меньше, чем 0,5, значит, y не меняем, оставляем. Следующее, мы уже сложили два числа, то есть два раза вот этот вот маленький зеленый отрезок прибавили, и вот он уже вышел за границу, то есть он стал больше, чем 0,5, то есть больше, чем полклетки. Тогда это уже идет новая линия. И мы ее закрашиваем. Следующий у нас отрезочек, значит, опять не меняется. Значит, мы его оставляем. Потом, спустя еще две клетки, уже он опять вылез больше, чем на 0,5. Значит, мы его меняем. И так далее. То есть вот таким вот образом у нас будет рисоваться линия. В общем, такой вот новый способ. Давайте его теперь реализуем. Что нам для этого надо? Надо нам несколько изменений. Значит, у нас теперь k это не k, это этот вот маленький y, который мы делали. То есть это так как бы наш шаг. Давайте назовем его step y. И он у нас равен как раз-таки тангенсу. Так, потом, значит, мы... Что еще мы делаем? Step y. Теперь мы должны еще завести переменную дельта. Давайте назовем дельта y. Первоначально она будет нулю. Это у нас будет как бы склад наших шагов. То есть мы будем смотреть, насколько изменился y, прибавляя каждую итерацию step y. И как только вот этого дельта y будет больше, чем значение 0,5, значит пора y увеличивать. Давайте напишем это. Значит, что мы делаем? Мы к дельте прибавляем step y. Теперь, если дельта y стала больше, чем 0,5, то есть, да, вот выросла больше, чем на полклетки, тогда мы должны y увеличить на единицу. Так, а саму дельту y уменьшить на единицу. Ну, как бы мы должны отнять ту самую клетку, которую мы прибавили, чтобы дальше все продолжилось. Ну, над этим вот можете сами отдельно подумать, нарисовать. В принципе, там потом идея к вам должна сама прийти. Значит, так, что такое вообще y? Теперь y у нас по вот этой формуле больше высчитываться не будет. Y у нас, значит, изначально будет равен y нулевому. b нам никакое больше не нужно. Значит, сначала у нас y равен y нулевому. Мы точку поставили в x ноликовое, y ноликовое. Потом мы будем всегда прибавлять одну и ту же константу, которая равна вот этому step y. Это наш тангенс. Если у нас дельта y уже стало больше, чем на полклетки, увеличиваем y, уменьшаем дельту. Так, все должно работать. Давайте откроем. Где тут наши? Так, это я закрою. Ну вот, я обновил. Видите, ничего не изменилось, значит ничего не сломалось.
Все, это теперь можем удалить. Кстати, я вот тут совершил ошибку, вот тут, точнее, немножко не доделал. Тут мы длину высчитываем x, она верная, потому что всегда x1 больше, чем x ноликовая. А вот длину y мы высчитываем неправильно, то есть, потому что не обязательно у нас y1 всегда больше, чем y0. Давайте я покажу. y1, если мы сделаем так, что y1 больше, то есть вот такую линию если создадим, то вот такая фигня получается. Видите, прямая стала. Это все происходит потому, что вот здесь вот нам нужно взять по модулю длину, конечно, потому что мы не знаем, что больше y1 или y0. Так, но и это еще не все. Вот, теперь у нас линия нарисовалась, но нарисовалась на самом деле не в ту сторону. То есть должна рисоваться она вот сюда. Тут она еще инвертирована, поэтому сложно понимать. Давайте сейчас я обычную поставлю. Значит, для этого у нас должен быть просто x меняться быстрее, чем y. Y мы сейчас сделаем 52, 60. Да, то есть вот такая линия, а теперь мы попробуем ее нарисовать наоборот, как бы. От 60 к 52. И как видите, она рисуется у нас все равно вниз. Потому что мы и y прибавляем всегда единичку. Помните? Мы там делали y плюс равно 1. Вот здесь вот. И, конечно, не всегда нужно прибавлять единицу, иногда ее нужно вычитать. И, значит, мы должны смотреть именно на разницу y1 и y0. То есть, если у нас y1 больше, чем y0, тогда мы прибавляем единицу. Иначе мы отнимаем единицу. Да? У нас тернарный оператор, то есть вот это вот у нас условие, если оно выполняется, тогда мы прибавляем единицу. Если оно не выполняется, значит мы отнимаем единицу. Смотрим. Да, теперь все верно. Так, все, ошибочки мы все поправили. Теперь все работает отлично. Кстати, я же хотел сделать сравнение двух функций. А стал что-то все в одном коде писать. Давайте сейчас что мы делаем. Мы вот эту вот функцию копируем. И возвращаем все к тому, что у нас было до этого. Помните, когда у нас не было этих вот дельт, и мы рисовали с помощью k. Да. Все это я откатил. Эту функцию назовем addLine2. addLine2, значит, и будем еще 10 тысяч линий рисовать, но уже с помощью функции addLine2. Тут напишем addLine2, здесь создадим новые переменные, чтобы наверняка уже ни в чем не ошибиться. Значит, вот так вот будет хорошо. Тут еще можно немножко доделать, смотрите, что мне не нравится. И что можно улучшить. Так, во-первых, плохо, что у нас вот остается вот это деление, да, то есть мы рисуем 10 тысяч линий, например, у нас получается 10 тысяч делений. Деление не очень хорошая операция, нужно пытаться от нее избавиться. Умножение делается намного быстрее. Что мы можем сделать, чтобы избавиться от деления? Мы можем домножить на знаменатель, да, но мы должны домножить все, где участвует step y. Вот, смотрите, step y, он у нас участвует вот в высчитывании дельта y. И получается, нам нужно будет дельта y тоже домножить на эту длину. Так, поехали. Значит, смотрите, если мы здесь умножаем на длину по x, значит, здесь этого не будет, но это появится в других местах. Так, то есть вот здесь мы будем уже сравнивать не просто с 0,5, а с увеличенным на x-length, на длину по x. Так, и вот здесь вот в конце мы тоже будем вычитать не просто единичку, а на единичку умноженную на длину по x. То есть, ну, как бы во всех уравнениях, которые используются, мы все умножили на длину это x-length. Так, это хорошо. Потом, где у нас еще есть числа с точкой, они у нас тоже делают подсчеты дольше. Это вот 0,5. Кстати, в JavaScript это не так важно, тут и числа, и числа. Но вот были бы мы в плюсах, то есть тут бы у нас уже высчитывалось дробное число, а не целое. В общем, это добавляло бы свои проблемы. Ну, давайте мы тоже это исправим, я вам просто покажу, как это делается. То есть получается, мы хотим теперь вот эту часть домножить на 2. Ну и также мы должны все уравнения, получается, умножить на 2.
То есть, поэтому мы изначально сам step y умножаем на 2. Тут идет тоже у нас умножение на 2. Да, ну 2 на 0,5 это 1, поэтому вот это все можно спокойно удалить. Так, и здесь мы тоже умножаем на 2. Ну, получается, умножение на единицу ничего не дает, поэтому это удаляем, да? Так, это я исправил. Так, главное ничего не сломать, давайте просто перезапустим. Я что-то сломал. И я что-то сломал. Так, сейчас быстренько посмотрим, что я мог сломать. Нет, вообще вроде ничего не сломал. Так, 20,52, может быть... это просто линию мы такую рисуем, да? 20,52. Надо просто здесь вот другую линию рисовать. Другого цвета. То ничего не понятно. Так, синяя линия это будет у нас первый метод. Давайте красная линия второй метод. И нарисуем ее где-нибудь в другом месте. Давайте где-нибудь сверху нарисуем. 20, 50. Ну вот. Значит, это вот синяя линия, это у нас addline. Красная это addline 2. И все нормально работает. Да, нигде мы не ошиблись. Так, вот этот вот цикл мы уже удалим, потому что эта прямая линия нам только глаза мозолит, мешает. Вот у нас две линии. Все, хорошо. Угу. Еще что мы можем вынести? Вот этот вот подсчет тоже мне не нравится, то, что он постоянно происходит. Давайте назовем как-нибудь let dy равен вот этому значению. Просто не хочется мне, чтобы это происходило постоянно. Вот, и вот это вот тоже умножение, непонятно, зачем мы его постоянно делаем, если, в принципе, это можно один раз посчитать, тогда теперь назовем это double x length. Отлично. Ну, как-то так. Все, давайте смотреть теперь наш перформанс, насколько отличается. Ну вот, смотрите, первая занимает 187 миллисекунд, вторая занимает 132 миллисекунды. Получается, еще чем длиннее линии, тем больше эта разница. По идее. Вот сейчас уже, да, разница, то есть 50 миллисекунд, это достаточно прилично. Кстати, было бы интересно, давайте поставим, допустим, одна будет рисоваться из 0 до 99, а вторая из 99 до... нет, сейчас из 0,99 в 99,0. Ну, как бы крест-накрест, в общем, поставим линии максимальной длины, вот так вот. Ну, кстати, не такая большая разница. Ну, потому что тут, получается, в каждый шаг меняется Y. Ну, в общем, тут интересно, можно поэкспериментировать. Кстати, вторая даже занимает больше времени. Этот поворот. В общем, JavaScript, конечно, подводит. То есть тут должно намного быстрее считаться, потому что мы используем только целые числа, и никакого деления у нас нету. Так что непонятно, это или из обращения к математике. То есть даже интересно, как это еще можно оптимизировать. Если у вас есть какие-то предположения или хотите поэкспериментировать, то пишите, будет интересно почитать. Ладно, мы все-таки первую функцию удалим, потому что в ней все-таки больше проблем, и вторая более стабильная. Так, значит, больше нам вот это не надо. Все, оставляем одну функцию addline, которую мы подписали в самом конце. Линии мы рисовать научились. Это мы молодцы. Перформанс пока что оставим, он нам сильно не мешает. Значит, все, вот такие линии мы умеем рисовать, все отлично. Значит, в следующем уроке мы уже будем рисовать треугольники. Потом мы эти треугольники зальем, потом на них посветим светом, научимся загружать данные из файлов, создавать первые 3D-объекты. Будет интересно, так что посмотрите до конца. Я думаю, вас результаты, правда, очень сильно удивят. Это будет очень классно, и, по-моему, всегда классно создать какую-то свою собственную 3D-картинку. Вот, ну, а всем спасибо за просмотр. Если что, там,
Пишите, буду рад любой критике, предложениям и так далее. Все, всем пока.